Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Это видео посвящено ответам на часто задаваемые вопросы. Эти вопросы вы можете найти в интернете. Эти вопросы чаще всего встречаются. И я сейчас постараюсь кратко, в полной мере ответить на каждый из этих вопросов. Итак, какие задачи помогает решить техника «Колесо жизненного баланса»? Итак, колесо жизненного баланса традиционно включает в себя 8 сфер, и эти 8 сфер являются в жизни каждого человека равномерно значимыми, и когда мы какую-то одну из сфер жизни не учитываем или не обращаем на нее внимания, у нас получается, мы как бы залипаем на одной из сфер, и если в этой сфере все идет не так, как мы хотим, или мы не можем управлять этой сферой, в этой сфере мы тратим очень много времени и выделяем еще больше времени, как бы залипаем, и из-за этого происходит дисбаланс. Итак, первая задача, которую решает колесо жизненного баланса, оно дает нам возможность равномерно распределить наше время, одновременно позволяет ставить цели по разным категориям, и если мы говорим о счастье, о категории как бы полноценного наслаждения жизнью, то есть это сфера, называется яркость жизни, и если мы задаемся себе вопросом, что такое есть счастье, какими параметрами оно должно, какие параметры для нас очень как бы важны, и прокачав эту сферу, мы переходим в более стабильное восприятие как бы счастья. Следующая сфера, которую мы как бы решаем в колесе жизненного баланса, скажем так, эта задача, это наше здоровье и спорт, то есть та сфера, про которую мы в возрасте после 30 лет чаще всего забываем, потому что фокусируемся на двух сферах: это семья, отношения или работа. И следующий момент, если мы говорим о каком-то долгосрочном планировании, и сфера денег или финансового планирования, она для нас важна, поэтому какую задачу решает, то есть это вопрос долгосрочного планирования, это сфера денег, и следующая сфера, которая находится рядом с ней, это карьера и бизнес, то есть мы рассматриваем возможности построения своего пассивного бизнеса, получения дополнительного дохода и все возможности как бы карьерного роста. Это если быть как бы кратким. Для продвинутых пользователей, наверное, проще ответить на этот вопрос. Она позволяет распределить свое время таким образом, чтобы мы для сфер, в которых провисаем, набрались больше навыков, то есть мы идем через прокачку сферы личностного роста, и проработав сферу личностного роста, мы привлекаем в свою жизнь экспертов, квалифицированных экспертов, если это спорт, это квалифицированных тренеров с большими достижениями или с большим опытом работы со своим готовым комьюнити, то есть сообществом людей, которые мыслят точно так же, как и вы. И для тех, кто практикует колесо жизненного баланса, задачи, которые можно решать, скажем так, мы, используя колесо жизненного баланса, можем решать одновременно несколько задач. То есть у нас 8 сфер, 8 задач мы одновременно можем держать в поле деятельности, при этом то количество времени, которое мы имеем, мы распределяем его равномерно, то есть полноценно распределяем работу между временем и отдыхом, и таким образом достигаем больше целей. Следующий вопрос. Почему так сложно найти баланс в жизни? Иногда попытки найти баланс еще больше ухудшают ситуацию. Вопрос часто встречается, в принципе, как и в любом деле, в любой методике, когда вы начинаете что-то пытаться улучшить, вы приходите в состояние неравновесия или в состояние неопределенности. То есть, как было раньше, у вас уже не устраивает, вы хотите получить гораздо лучший результат, но выйдя из состояния зоны комфорта, вы не знаете, какой следующий шаг сделать. Если мы возьмем сферу
здоровье и спорт, ну, допустим, такую методику, как голодание, да, есть различные авторы, различные как бы методики, но они все преследуют один и тот же результат. Уметь работать с собственным весом, уметь организм приспособиться к тому, что вы легко справляетесь с болезнью, с перенагрузкой, вот, и вы проходите через стадию дискомфорта. Поэтому, когда вы делаете попытки найти баланс, вы проходите период, который называется как бы дискомфорт. В этом состоянии дискомфорта вы учитесь управлять своими состояниями, пробуете те инструменты, которые есть в вашем распоряжении, и примерно через год такой вот практики вы уже можете спокойно найти баланс в жизни. Ну, если перейти к колесу жизненного баланса, то есть у вас есть сферы, в которых вы себя чувствуете уверенно, то есть находитесь в состоянии 4-8, стабильном состоянии. Есть сферы, которые, несмотря на прилагаемые усилия, находятся в состоянии 0,4. То есть вы прилагаете какие-то усилия, результат вас не устраивает. Вы делаете еще одни попытки или выбираете какую-то стратегию, это нормально. Поэтому сложно найти баланс в жизни, когда вы остаетесь на один с этой методикой, то есть поиска баланса в жизни. На нашем видео собраны видео, где вы можете про каждый отдельный инструмент посмотреть видео, углубиться, попробовать его на практике. Вы можете понять, почему так это происходит, в какой последовательности сферы влияют друг на друга, и вы начинаете как бы понимать, что чем больше вы практикуете, тем больше сфер находится под вашим управляемым как бы контролем. Может ли получиться такая ситуация, что баланс жизни нам придется искать как бы долго? Скорее всего, такая ситуация возможна. Нужно пересматривать цели в каждой сфере или построить перечень долгосрочных целей, выбрать приоритет, сосредоточиться на более знаковых задачах. Те вещи, которые говорят о качестве достижения услуг, наверное, там нужно просто снизить требования к качеству. Это как бы один из возможных компромиссов. Следующий вопрос. Почему важен баланс в жизни? Для тех, кто живет насыщенной жизнью, то есть у кого есть уже успехи в профессиональной сфере, он сталкивается с следующей проблемой. Это нужно определиться, чем хочется заниматься, какой возможностью из предоставленных заняться в первую очередь. Это всегда такое понятие, как баланс между личной жизнью и работой, взаимоотношения с друзьями, родственниками. И когда вы прорабатываете свою методику как бы ценностей, у каждого человека она своя, вы можете в различные периоды времени, первый год, второй год использования колеса жизненного баланса, вы можете поставить разные приоритеты. Допустим, в первом году жизни у вас, после того, как вы начали использовать колесо жизненного баланса, у вас родился ребенок, и вы стараетесь в этот первый год уделить максимум внимания, чтобы для этого ребенка были созданы очень хорошие условия для его воспитания, времяпровождения. Потом ребенок растет, вы создаете условия для учебы, развития его навыков. То есть приоритет отдается как бы сфере друзья и окружения. И это является один из стратегий, когда на разных этапах жизни приоритеты сдвигаются, но появление детей не означает, что нужно забрасывать сферу денег, бизнеса или духовного роста и творчества, потому что, допустим, сфера духовного роста и творчества, она затрагивает очень важную сферу восстановления, то есть откуда брать внутренние силы, резервы. Поэтому, когда вы каждой сфере уделяете необходимое количество времени или минимум времени, этот баланс дает как бы обратную вам связь или дополнительную возможность везде успевать. Так, в чем секрет сбалансированной жизни? Значит, сбалансированной жизни здесь
нужно как бы понимать два момента. Вот колесо жизненного баланса – это методика, которая возникла как бы совершенно недавно, и там собраны как бы результаты из других хороших практик, которые говорят о том, что в нашей жизни важно не только управлять тем временем, которое у нас есть, оно как бы ограничено, это 24 часа в сутки, это рабочие дни, выходные дни, и нужно уметь вот эти вот дни правильно спланировать. Следующий момент – это нужно правильно расставить приоритеты. Ну вот, основной приоритет на выходной день – это восстановиться после рабочего дня, подготовиться к следующему дню, чтобы быть как бы в избытке сил в ресурсе. Задача и приоритет рабочего дня – выполнить тот объем работы, который вы хотели сделать, тот объем работы, который вы запланированы, и тот резерв времени, который у вас есть, спланировать так, чтобы у вас был баланс между работой и отдыхом. Ну и те проекты, которые вы запланировали, они были выполнены. То есть, если мы рассматриваем колесо жизненного баланса против часовой стрелки. В одном из видео, можете посмотреть на нашем канале, я говорил, что в течение месяца с января по декабрь вы можете расставить таким образом приоритеты, что один из месяцев будет посвящен отдыху, то есть это яркость жизни. Отдых вы можете планировать 2 раза в год. Это, как правило, 2 недели у многих, и вот эти 2 недели, проведенные с пользой, то есть посвященные яркостью жизни, они дают возможность восстановиться, набраться сил и смотреть на мир с некоторой долей позитива. Следующий вопрос. Почему баланс между работой и личной жизнью не работает? Давайте рассмотрим, где у нас находится личная жизнь. Это сфера отношений и семья, а работа у нас построена карьера и бизнес. То есть по нашему колесу баланса они не находятся в противофазе, они не так жестко связаны, и вопрос между личной жизнью и работой заключается в том, как вы пытаетесь строить карьеру. Если вы карьеру строите в рамках той отрасли, где вы как бы работаете, и забываете про второе свое состояние, то есть ваш успех в какой-то смежной отрасли, в рамках как бы другой компании, то это дает вам возможность по-другому распределить время. То есть если вы знаете, что можно использовать возможности как бы другой компании, где вы можете как бы работать или консультировать, или преподавать, то вы не так будете сильно ставить упор на работе. Если у вас компания быстрорастущая и ваш карьерный рост там очень быстрый, или рынок растет в вашей отрасли там очень большими шагами, или вы там находитесь на острие какой-то новой технологии или какого-то прорывного проекта, да, здесь на период развития проекта нужно сконцентрироваться на работе, совершенно не беспокоясь о том, что ваша личная жизнь находится под большой перегрузкой. Если вы будете прорабатывать сферу яркость жизни, тогда у вас отношения и семья будут находиться как бы в балансе. То есть, когда мы теряем время из отношения семьи, нам всегда нужно поддерживать как бы смежные сферы. Это яркость жизни, друзья и окружение. Друзья и окружение дают вам ту необходимую поддержку, где кому-то можно что-то делегировать или попросить о помощи. Яркость жизни – это ваш полноценный отдых, это места силы, где вы набираетесь как бы сил. А карьера у вас, бизнес граничит со сферой как бы денег. То есть здесь ваша карьера на уровне 0,4, а здесь это ваш постоянный доход, который вы можете спланировать, но вы всегда можете ответить на вопрос, хватит ли вам денег в будущем, который генерит ваша карьера, или вы рассчитываете на большие деньги, и вам нужно просто прямо себя рекламировать. И просчитывать те проекты, которые дают вам возможность уже выступать не в роли наемного менеджера, а в роли руководителя проектов. Вот здесь есть как бы 3 стратегии, то есть рассчитывать на свой доход. Вторая стратегия – это рекламировать себя. И третья стратегия – это планировать те проекты, в которых у вас есть высокий доход. Почему у некоторых людей
хороший баланс, а у других людей хорошего баланса нету. Баланс – это, конечно же, наличие теории и наличие практики. Если мы говорим о тех людях, которые успешны, которые достигли какого-то успеха или там, достигли какого-то финансового успеха, соответственно, мы больше интересуемся той стратегией, которую они избрали, как эти люди воспользовались теми возможностями, которые у них были, как они преодолевали сложности, стресс в данной ситуации. Поэтому здесь самое главное, в чем заключается. Нужно понимать свои возможности, которые вы имеете. Второй момент, если есть какие-то лайфхаки и инструменты, вы пробуете адаптировать это через призму сферы личностный рост, то есть в сфере личностного роста сначала нужно пройти какой-то там тренинг, обучение, где есть ответы на ваши вопросы, это какая-то готовая экосистема, которая предлагается автором. На уровне 4-8 вы можете попробовать адаптировать то, что предлагает автор, на своей практике, профессиональной жизни, личной жизни. И вот этот вот момент адаптации, он может занимать примерно от 2 до 3 месяцев, когда вы почувствуете, что вы инструмент применили, получили какой-то результат, который вас устраивает, и дальше масштабируете это. Если мы говорим о поиске единомышленников, вот здесь вот всегда можно на обучении спросить, с чего можем начать применение. Если вас интересует вопрос у экспертов в каждой своей отрасли, то всегда нужно задавать им прямой вопрос или там искать из открытых источников, чего можно достичь. Потому что если вы понимаете возможности в своей карьере как бы в бизнесе, вы понимаете, что самая высокая должность, которую вы можете занять в этой компании, это такая должность. Если вы будете открыты на рынке труда и рассматривать предложения в других компаниях, возможно, другие компании заинтересуются вашим опытом работы. А если вы будете еще работать над своим имиджем, репутацией через прямую рекламу, это относится к сфере денег, тогда вы уже своим потенциальным партнерам или работодателям дадите свою картину видения ценностей, что ту работу, которую вы выполняете, она достойна большей оплаты. Вы, как человек профессионально реализованный, можете эту задачу решить с меньшими рисками или этот проект реализовать с меньшими рисками в более короткий срок, то есть смело рассказывать о своих преимуществах. Так в жизни получается, что кто-то может, скажем так, сказать о вашей репутации не самые хорошие слова, которые вы хотели услышать, но тогда вот миссия рассказывать о себе самое хорошее, наверное, больше принадлежит вам. Поэтому моя рекомендация, когда вы используете колесо жизненного баланса, не забывать про сферу денег, потому что ваша репутация стоит денег, и если вы себя продвигаете с хорошей стороны, те люди, которые заинтересованы в этом специалисте, или кто давно искал такого специалиста, как вы, вами заинтересуются и сделают вам то предложение, которое вы раньше хотели получить. Что значит, если у вас хороший баланс? Здесь, если говорить о сфере хороший баланс или плохой баланс, можно привести такой пример. Это как люди, которые эквилибристы, стоят на балансборде, да? То есть для них это вопрос управления своим равновесием. Несмотря на то, что система для нас, для обычных людей, выглядит неустойчивым, они себя чувствуют комфортно, и это результат практики. Практика говорит о том, что чем больше ты практикуешь, чем более неустойчивое положение ты попробовал, тем тебе быстрее найти точку равновесия, чувствовать уверенно. Если вы там смотрели на выступления эквилибристов, они всегда улыбаются, то есть состояние 8-10, когда они демонстрируют свою уверенность и умение даже в той такой не очень устойчивой ситуации. Когда вы будете практиковать колесо жизненного баланса, и я очень рекомендую вам вести какой-то дневник наблюдения, это понимание собственных состояний, которые вы для себя чувствуете, понимаете, да?
И пройдя вот эти вот состояния, вы поймете, что у вас появляется все больше уверенность в ваших силах, больше уверенность в ваших навыках, и вы уже можете самостоятельно ставить задачи, увеличивать количество задач, которые вы можете как бы контролировать, или наоборот сокращаете количество задач для того, чтобы сконцентрироваться на достижении более как бы значимых целей. Есть у нас цели как бы финансовые, они находятся в сфере карьеры, бизнеса и деньги. Есть у нас еще 6 параметров, 6 целей в жизни, которые говорят о том, что нефинансовые цели тоже очень сильно влияют на наше восприятие жизни. Да? Есть отдельные сферы, где мы можем полностью писать, что нас радует, кроме как бы денег. И умение вот балансировать между достигаемыми целями и целями, которые вы еще не достигли, это может быть отложенная цель по времени, это может быть накопление ресурсов для достижения цели, или это более равномерное распределение времени между вашими сферами, когда вы понимаете, что вот та цель, которую вам предлагают, популяризируют, может, она даст какой-то кратковременный эффект, кратковременное какое-то счастье, а для вас более важно как бы долгосрочное счастье, более как бы спокойное состояние. Поэтому основная рекомендация: практикуйте больше колесо жизненного баланса и смотрите, какими навыками по практике колеса жизненного баланса вы начинаете пользоваться уверенно. Вот был у вас один навык, стало 3-5 навыков, и эти навыки дают вам самое главное преимущество. Вы умеете в стрессовой ситуации мобилизоваться, а не впадать в панику. То есть я вам всем желаю достичь состояния 8-10, когда у вас трудности и стресс мобилизуют. И состояние 8-10 – это всегда наличие единомышленников, которые вас поддерживают, которые помогают вам посильно преодолевать эти сложности. И это большая разница между состоянием 0,4, когда вы с этими трудностями остаетесь наедине, и попав в состояние 0,4, вы начинаете замечать, что окружающие очень сильно на вас эмоционально давят, потому что они считают, что вы совершили какую-то страшную ошибку. То есть вы вместо поддержки получаете как бы осуждение. Поэтому, проработав вот сферу друзей и окружения, вы должны как бы понимать, кто из друзей и вашего окружения сможет вас поддержать в трудную минуту, а кто в трудную минуту окажется тем человеком, который будет вас тянуть назад. И такое в жизни бывает, к этому морально нужно быть готовыми. Следующий вопрос. Как часто нужно заполнять колесо жизненного баланса? Вопрос очень как бы простой, и на него я постараюсь ответить более как бы широко. Любая практика колеса жизненного баланса связана с тем, что нужно записывать промежуточные результаты на каком-то носителе. Многие предлагают это вести в телефоне, в планшете, на компьютере. Я вам рекомендую, кроме записей в компьютере, которые имеют свое удобство, там все равно всегда на виду, вести еще записи в ежедневнике, в блокноте, потому что вот именно работа с ручкой, карандашом и бумагой дает наиболее больший эффект, потому что вы можете сделать рисунки, пометки, больше сконцентрироваться на своих ощущениях. Как часто нужно вести? Самое оптимальное, если вы делаете анализ колеса жизненного баланса свой, примерно 1 раз в месяц. Основное правило по фиксации или ведению дневника колеса жизненного баланса – это в один день делать диагностику, а второй день оставлять на анализ этой ситуации. Почему? Потому что диагностика, она требует внимание к своим внутренним чувствам, к тонкостям, к нюансам этих чувств. Диагностика – это работа больше с данными, с пониманием, как эти события между собой взаимосвязаны, и какой прогноз по действиям можно как бы сделать. Самый главный результат диагностика колеса жизненного баланса – это определенный план действий, который вы запланировали на следующий месяц. Планировать много не нужно. Лучше планировать 1, максимум 2 цели для каждой сферы на следующий месяц. Тогда вы их как бы легко выполните. Если это много, 2 цели в месяц на каждую сферу
сфер у нас всего 8, 4 недели в месяц, то есть у нас получается, мы можем прорабатывать качественно, хорошо, без напряга 2 сферы в неделю. Вот, это примерно по 3 дня на одну сферу, поэтому весь объем работы, который вы можете сделать в течение 2-3 дней, это будет для вас очень приемлемо. Некоторые предлагают практиковать диагностику колеса жизненного баланса 1 раз в квартал. Это тоже прекрасная методика, она позволяет не погружаться в детали, она позволяет сосредоточиться на более долгосрочных целях, допустим, проект, который длится 2-3 года. Он позволяет не тратить много сил, энергии на анализ и планирование действий. Такой темп тоже удобный. Но если мы хотим работать над своими практическими навыками, то есть владение инструментами, то второй способ – это вести одновременно колесо жизненного баланса для себя. И второй момент – это вести колесо жизненного баланса для своего любимого человека. Что это дает? Это дает первое преимущество. Вы своего любимого человека узнаете гораздо лучше, узнаете его с разных сторон, узнаете с тех сторон, про которые он не хочет о себе рассказывать, не хочет вовлекаться, подстраиваться под вас. Это дает вам возможность больше дел делать, которые вам одновременно приносят радость. Это дает вам возможность находить новых единомышленников, потому что когда вы сделаете колесо для жизненного баланса для себя, вы планируете действия для себя. Когда вы сделаете еще колесо жизненного баланса для любимого человека, вы обнаружите, что некоторые вещи вы можете делать вдвоем, вы просто это раньше не практиковали. Следующий момент. В каждой сфере у вас могут появиться единомышленники, которые одновременно вместе с вами будут знакомы. Большинство психологов предлагают расширять свои личные границы, отстаивать жестко свои личные границы. Я сторонник того, чтобы вы находили одновременно новых единомышленников. То есть, если у вас семейная пара, или вы находитесь в отношениях, дружите с семейными, это совершенно другая экосистема. Дружите с теми, кто находится в отношениях, это тоже другая экосистема. Вот тех, у кого дети, они поймут, что мама обычно контактирует с мамами, то есть сообщество родителей, у которых дети ходят в школу, есть сообщество родителей, которые состоят в клубе выпускников какого-то вуза. Вот это совершенно другой подход к поиску единомышленников, когда вы одновременно ищете единомышленников и общаетесь в кругу единомышленников, он дает возможность избавиться вам от излишне навязчивого токсического окружения, которое есть у каждого на работе, есть среди родственников, среди знакомых. Это те люди, которые грузят своими проблемами, на них вы тратите кучу времени, может, даже вы и решили какую-то одну проблему ваших знакомых, но они просят еще решить задачу. То есть нужно опять возвращаться к миссии, а стоит ли этого делать, или проще сосредоточиться на своем счастье. Но если вы изучали колесо жизненного баланса и знаете о возможностях 8-10, такие люди, которые грузят своими проблемами, они, когда у вас появляются сложности, они вам не помогают, они, наоборот, стараются больше нагнетать обстановку, и всегда задается вопрос, зачем вы с ними контактируете, если в тяжелую минуту они вас не поддерживают, а наоборот лишают помощи или больше всего деморализуют вас. И третья стратегия, которая есть в колесе жизненного баланса, это состояние 8-10, когда вы уже свой опыт структурируете, являетесь для кого-то мотиватором, то есть вы развиваете сферу личностного роста, личностный рост влияет на яркость жизни. То есть если вы в сфере личностного роста в состоянии 8-10 начинаете преподавать, то бишь делиться своим опытом, то яркость жизни от этого улучшается, потому что вы понимаете, что для какого-то человека в этом мире вы являетесь мотиватором, источником вдохновения, то есть вы реально какому-то человеку помогаете. Если ваша идея очень хорошая и классная, то вы можете помочь гораздо большему количеству людей. Следующий вопрос. Как людям удается совмещать работу и личную жизнь? Как правило, люди, которые умеют совмещать работу и личную жизнь, и у которых жизнь насыщена событиями, они очень четко
понимают, каким временным ресурсом они располагают, сколько времени могут уделить этой сфере и могут совмещать несколько сфер. Вопрос просто построен таким образом, как можно совмещать одну сферу или другую. Если мы посмотрим на колесо жизненного баланса, то есть в различные периоды времени вы можете сами ставить задачу, какие сферы вы хотите совмещать. То есть я сторонник момента, что успех – это что-то больше запланирования, чем спонтанное. Нужно уметь, с одной стороны, пользоваться теми возможностями, которые есть в вашем распоряжении, но и планировать какие-то долгосрочные достижения, краткосрочные достижения, которые будут вас радовать. Что это означает? Это означает, что чем больше вы запланируете, тем вы практикуете колесо жизненного баланса на следующий год, допустим, в этом году вы запланировали 10 целей в месяц, у вас там 5-6 реализовано, 2-3 не реализовано. Это нормальная ситуация, это очень даже замечательно. В следующем году, когда вы планируете будете 10 целей, вы, может, создадите запас ресурсов времени, запас ресурсов по деньгам, запас ресурсов по тем, кто будет помогать вам, и можете с меньшей затратой сил и энергии это реализовывать. Вы можете перейти от каких-то маленьких проектов к более грандиозным проектам, потому что у вас есть опыт. И если мы рассмотрим сферу денег, вы, прорабатывая разные концепты, можете уже делать очень хорошие концепты, когда идея, которая могла бы реализовываться в одной стране, она может реализована на нескольких континентах, потому что вы просто придумали хороший концепт. И когда вы в каком-то проекте совмещаете финансовую цель, то есть заработать денег, и преследуете какую-то социальную цель, решить какую-то задачу улучшения окружающей среды, помощь каким-то конкретным людям. Вы этот проект делаете более классным, более гармоничным и понимаете, что всегда решение помочь людям – это ваше решение как менеджер проекта, и для того, чтобы помогать людям, не обязательно нужно прикладывать много усилий, иногда это просто легкое движение или это призыв в сторону единомышленников, а единомышленники уже могут вам помочь реализовать эти идеи. Ответы на колесо жизненного баланса мы планируем делать ежемесячно, собирать 10-20 вопросов или на практике разбирать на примерах, как инструментарий колесо жизненного баланса помогает решать одну или несколько задач. Тем, кто смотрел это видео до конца, задавайте вопросы в комментариях. Мы эти вопросы будем зачитывать. Я буду зачитывать и отвечать на них. Если у вас есть какие-то предложения, как на этот вопрос можно ответить по-другому, мы это приветствуем. Это очень классно, когда вы предлагаете свой вариант ответа. Возможно, мы сделаем такую подборку, отдельный плейлист, что предлагаем мы, как видим решение задач мы, какие решения предлагаете вы. Наша задача, чтобы вы на нашем канале нашли тот инструментарий, который реально помогает в вашей жизни, в частном примере. Задача, чтобы вы между собой начали общаться, делиться идеями, предлагать свои идеи, уметь их реализовывать. Всем, кто смотрел это видео, желаю хорошего дня. Всем добра.